Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, а также куда сегодня с утра ожидать движения по основным, по ключевым активам. Давайте начнем с календарика событий. В Саудовской Аравии Ураза Байрам, если верить календарику, продолжается. Так, саудиты закрыты, может быть, меньше качают нефти, и поэтому дополнительная перемога для нефти, для нефтяных цен. Так, что тут у нас далее? Далее у нас на сегодня запланирована важная статистика из США, но она выходит каждую неделю. Это число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вчера в вечернем видео я вам показывал вот эти все графики по американской безработице. И число первичных заявок, оно имеет тенденцию на снижение, но однако почему-то безработица в Соединенных Штатах в целом она прекратила падать, то есть она стабилизировалась на тех значениях, которые достигла в районе 6%. Вот, и, соответственно, здесь что-то застопорилось. Поэтому число первичных заявок на получение пособий по безработице, который выйдет сегодня и который отмечен 3 звездочками, это, конечно, существенный фактор, но в последнее время его влияние несколько противоречит основному тренду по безработице в Соединенных Штатах, потому что безработица вышла на плато, а число первичных заявок падает. То есть что-то здесь явно не то. Далее, сегодня индекс цен производителей США, это тоже очень важный момент. С учетом того, как начала разгоняться инфляция в Соединенных Штатах, здесь, возможно, мы получим значения, которые выше прогноза. Опять же, в любом моменте, в любом индикаторе, в большинстве случаев, если рассматривать широкий горизонт, там много-много лет, не всегда есть однозначный вариант для трактования. Вот, например, сейчас в США считают и считали, что инфляция это добро, но в 70-е годы так не считали, когда Америка захлебывалась от инфляции из-за неудачных экономических экспериментов. Так, ну да ладно. Далее у нас по России международные резервы. Здесь оно существенно не влияет на ситуацию на российском рынке. И, как правило, они не очень сильно отклоняются. Так, и вот по сути это то, что касается макроэкономических новостей. Это практически все. Так, мне совершенно не нравится то, что происходит сейчас. Израиль, там идет обострение израильско-палестинского конфликта. Там ситуация очень непростая, это понятно исторически. Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Но с учетом динамики того, что там происходит, оно может вылиться в крупномасштабные конфликты, даже в войну, к сожалению. И таким образом у нас получается новая точка напряжения, которая может негативно повлиять на ситуацию в мире. Потому как, если смотреть глобально, тут Израиль является форпостом американского мира, а соответственно идет борьба с арабским миром. И поэтому, как ни крути, если негатив будет нагнетаться, то соответственно можем увидеть трещину в отношениях между так называемым консолидированным Западом в лице Соединенных Штатов и арабским миром. Но я все-таки надеюсь, что здесь эта ситуация, она даже если еще немножко усугубится, ее потом как-то придавят, затушат. Так, далее. Тесла приостановила продажу электромобилей за биткоины, потому что оказывается, при продаже биткоинов при производстве биткоинов сжигается уголь и другие ископаемые источники. Доброе утро, Илон Маск. Я думаю, здесь все гораздо проще. Вот этот вот хитрый человечек, он просто когда увидел, что крипта начала сыпаться, он решил включить заднюю скорость. Вот и все. Так, друзья, давайте еще по новостям пробежимся. Доля берущих займы в МФО достигла максимума. Это очень негативный сигнал, он свидетельствует о непростой экономической ситуации. Несмотря на то, что заявляют там про рост доходов и зарплат по отдельным версиям Госкомстата, ситуация, как вы видите, она по другим индикаторам очень четко отображается, что происходит что-то негативное в стране. Так, вроде нефтепровод запускают. На самом деле это большой вопрос, как подобные вещи вообще в принципе происходят и кто на самом деле за ними стоит. Всегда находятся какие-то злоумышленники, какие-то теневые фигуры неизвестные.
Но я так подозреваю, что за каждым подобным действием стоят вполне конкретные бенефициары, которые чаще всего в конечном счете остаются в тени. Так, ну вот еще интересный такой момент, как начинают разжигать страсти и чего-то разгонять. Antimony mineral with a critical role in the green future. Но антимоний это, в общем-то, происходит от антимонах. На самом деле это название сурьмы. Сурьма это типа мышьяка, тяжелый элемент, полуметалл, полунеметалл. На самом деле вещество серо-серебристого цвета. Ну, его изначально назвали антимоний, антимонах, потому что монахи, которые проводили всякие алхимические эксперименты, они часто оказывались в средние века жертвой этого элемента. Но смотрите, на самом деле вот эти подобные вещи по поводу того, что сурьма будет влиять критическую роль, кремний будет играть критическую роль, железо будет играть критическую роль. То есть много какие элементы, да вообще вот если взять таблицу Менделеева, ее открыть, то практически каждый элемент он играет или будет играть критическую роль. Но за исключением, разве что, не знаю, рения, потому что рений он очень редкий, рассеянный и заменяемый, и каких-то трансурановых элементов, которые в силу своей радиоактивности не могут, по крайней мере сейчас и в ближайшем будущем, получить какое-либо вменяемое применение или важное. Поэтому вот это вот, я так полагаю, это просто люди хайпом занимаются. Так, ну вот переходя к российской повестке, к российскому меню, если это можно так сказать, названы города, в которые стремятся переехать россияне. Самые привлекательные: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень. Забыли указать Краснодар, там за текущий год рост цен на недвижимость 20-30%, потому что туда бегут со всего севера. Ну, город достаточно приятный для проживания. Меня удивляет, почему здесь отсутствует, например, Лос-Анджелес или Оттава. Так, друзья, ну давайте перейдем к англосаксонской повестке. Так, ну вот все обсуждают Маск, который отказывается принимать биткоины в качестве оплаты из-за того, что при получении биткоинов сжигается уголь. Ну что, молодец, остроумный товарищ. Так, что у нас дальше? Ну, противостояние, которое сейчас в Израиле происходит, там непрерывные атаки, по-видимому, связывают с тем, что хотят как-то Байдена втянуть в этот конфликт, ну то есть увеличить участие Соединенных Штатов в тех процессах, которые происходят на Ближнем Востоке. Дело в том, что Трамп достаточно был плотно интегрирован в поддержку Израиля по ряду причин, не буду их здесь произносить, вот, но тем не менее, то есть Байден, он занимает более такое отстраненную позицию, и, соответственно, возможно, что этот конфликт связан с тем, чтобы более тесно интегрировать американскую новую администрацию в решение вопросов, которые волнуют государство Израиль. Но что касается моего личного мнения, то с учетом той турбулентности, которая нарастает вообще в обществе и в экономике, она всегда сопровождается ростом и возникновением различных конфликтов, открытием так называемых старых ран и так далее и тому подобное. И поэтому в целом таких вот моментов, я думаю, их будет возникать достаточно много. Потому как, судя по всему, ситуация в экономике, она указывает на то, что то решение, которое предполагали использовать американцы с помощью инфляции, ну, все наполнить деньгами и заставить экономику крутиться, оно начинает буксовать. То есть это все плавно и вначале незаметно перешло в рост сырья, все стали радоваться, ура, ура, нефть отскочила. Но на самом деле это ведет к тому, что инфляция затрат, она съест весь нормальный экономический рост, который начал зарождаться, появляться. Так, ну и вот появляется важная новость о том, что в Евросоюзе считают, что Россия стремится интегрировать восток Украины в свои территории. Ну, как бы этот процесс, наверное, в той или иной степени он идет уже достаточно давно. Странно, что они только сейчас на это обратили внимание. Вот. Ну, это значит, что, видимо, какие-то действия в ближайшее время решительные будут предприниматься и какие-то санкционные ограничения вводиться. Так, друзья, перейдем к графикам. Вчера американские десятилетки очень серьезно выросли. Вот, сегодня они пытаются откатиться. Если смотреть на дневной таймфрейм, то движение
на снижение доходности, оно должно сегодня или завтра произойти. Если такое движение не происходит и мы не откатываемся в диапазон 1,645-1,563, то вот этот рост уже может приобрести локально неуправляемый характер и произойти пробой в значении 1,775. Это будет не очень хорошо для рынков. Так, вся эта ситуация, которая вчера возникла, она привела к тому, что Baltic Dry немножко просел, всего лишь на 4%. Но он достиг просто космических высот. Если в прошлом году там речь шла о том, как бы он не упал на 1200, на 1000, то сейчас он уже свыше 3000. И на самом деле ему бы для того, чтобы ситуация нормализовалась и снизилась инфляция издержек, нужно все-таки вернуться в район 1500. Потому что пока он находится здесь, вот эта топка, которая сжигает экономический рост, она начинает работать очень активно. И поэтому вот в этом росте свыше 2000 уже ничего хорошего нету. Так, Япония, Никей, дневной таймфрейм. Здесь продолжается падение, снижение. Но здесь смотрите, вот Никей сейчас подошел к диапазону 27 650, 26 950. Соответственно, пробитие этого диапазона, оно указывает на то, что очень быстро может произойти движение и возврат в район 23 тысячи. Поэтому, если сейчас ситуация не удержится, то, соответственно, Япония, она очень резко и очень сильно просядет. Так, друзья, далее Китай, CSI 300. Здесь, несмотря на то, что сегодня было открытие негативное, но он пытается отрасти, и все равно он находится вот в этой консолидации 4900-5170. Поэтому ничего страшного, исходя из движения по Китаю, на сегодня я не наблюдаю. То есть все должно стабилизироваться. Если не стабилизируется, тогда это будет уже ужас-ужас. Так, друзья, и крипта, новое золото или новый инструмент для спекуляций. Биткоин, доллар США сейчас возьмем. Вот смотрите, он вчера просел и закрылся ниже 52 тысячи. Это для него ключевой уровень. И сейчас, получается, он находится в другом пространстве, в другой консолидации. Нижняя граница это 46 500 и верхняя граница в районе 51 тысячи. Для того, чтобы ситуация стала позитивной, он должен, хотя бы в начале следующей недели или в конце этой пробить 52 и начать торговаться здесь. Пока этого не происходит и пока он не пробивает 46 тысяч, он, соответственно, будет находиться, крутиться вот в этом диапазоне. Да, текущая ситуация, она указывает на то, что здесь вполне вероятно вот этот мощнейший рост, он откатится. Но пока 46 тысяч не пробили, его, вероятно, вот в этой части будут удерживать и особо ему упасть не дадут. Да, там идут различные заявления от Илона Маска, которые, возможно, даже и специально, они заточены под то, чтобы биткоин немножко приспустить, для того, чтобы его потом можно было дешевле закупиться. Но на самом деле вот 46 тысяч пока не пробили, будем колебаться в этом диапазоне. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, дневной таймфрейм. Интересная ситуация, потому что он пришел на 90,7, но выше, то есть ему полагается отсюда дальше пойти на 91,3. Пока этого движения не произошло, значит еще не все потеряно. Сегодня в любом случае определиться, что здесь будет, если все-таки происходит откат и пробитие 90,57, то мы возвращаемся на просадку индекса доллара и, соответственно, рост евро и мировых рынков. Если он начинает здесь торговаться или идет наверх, то это, скорее всего, будет негативным сигналом, который действительно подтвердит фразу о том, что sell in May and go away. Так, друзья, далее VIX. По VIX негативный сценарий вчера реализовался. То есть вот эта проторговочка, она действительно была набором позиций и обманкой, никуда ниже он не собирался идти. Просто высадили тех, кто делал ставку на рост, набрали позу и пошли наверх.
Вот, текущая ситуация, текущее закрытие указывает на то, что система вышла из равновесия. И рынки в ближайшее время будут проседать. Да, остается еще шанс отката и возврата в район 21,5, 18,5, вот сюда вот. Но то движение, которое произошло вчера, указывает на то, что рост ВИКСа и, соответственно, дестабилизация рынков, она еще не завершилась. И поэтому, если здесь не происходит оперативного возврата в диапазон до конца этой недели, то действительно мы, вероятно, можем на следующей неделе испытать значительно более крутые распродажи на мировых рынках. Так, друзья, S&P 500, SFD на фьючерс. Вчера было закрытие ниже 4080, это негативный сигнал. Вот, но если все-таки он заберется выше 4080, 4100, сегодня-завтра и закрытие недели будет выше этого значения, то, вероятно, это снижение, оно будет выкуплено и рынки не упадут. Но на текущий момент никаких оснований для позитива нету. Кто-то увидит здесь страшные 3 черные вороны, которые должны его обрушить на 3500. Кто-то скажет, что вообще время пришло, расти невозможно беспрерывно, и тоже будет прав. Вот. Да, текущая ситуация, она достаточно такая напрягающая, негативная. Вот. И поэтому все-таки здесь, исходя из того, что происходит с ВИКСом и S&P, в большей степени есть указания на то, что это снижение продолжится. Опять же, обращаю внимание, закрытие этой недели выше 4080-4100 вполне может свидетельствовать о том, что ситуация выправилась. Вот. Но на текущий момент ключевой индикатор VIX и вот это движение по S&P указывает на то, что начался обвал. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, по золоту 1821 пробили, это не гуд. Но пока дальнейшего движения на 1800 так и не произошло. Поэтому сегодня на текущий момент локально осталась последняя надежда, это 1810. Ну даже диапазончик 1813-1810. Вот если мы удерживаем этот диапазон, то отсюда возникает отбой, и сегодня по золоту мы отскочим в район 1838. Вот сюда вот. Если все-таки мы в ближайшее время до 15:30 пробиваем 1813-1810, то по золоту, скорее всего, пойдет движение на 1800 и ниже. Так, друзья, далее нефть Brent. Да, здесь ситуация, она несколько напряженная, но то, что касается нефти, как это ни парадоксально, пока что не пробиты ключевые значения, которые привели бы к сильному движению вниз. То есть текущая ситуация по нефти, исходя из дневного таймфрейма, нефть находится в консолидации. Ну и по часовому таймфрейму у нас получается ситуация, что если мы сейчас с утра не пробьем 68,5-68,35, вот этот диапазончик, то мы вполне можем по нефти сегодня отскочить и сходить на 69,2. Если этот пробой происходит, то уже сегодня мы увидим движение, цель которого будет 67,3, а может быть и 67. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Но смотрите, сейчас идет попытка коррекционного отката, и в том случае, если у нас мы сейчас с утра пробиваем 74,3, если вот это происходит на объеме пробой, то мы по рублю, рубль-доллар можем даже укрепиться и сходить на 74, вот сюда вот. Если вот этого пробоя не будет, то мы сейчас набираем топливо и отсюда идем тестировать 74,7 и дальше 74,95. Пока мне такой сценарий видится более вероятным. Но если будет пробой вот этого значения, мы пойдем пониже. Но я все-таки думаю, больше вероятность движения вверх. Так, друзья, далее ГМК. Ну смотрите, по ГМК на самом деле не такая ужасная ситуация. Она даже менее ужасная, чем во всем остальном. Дневной таймфрейм мы так и не пробили 27,150. Соответственно, удержание сейчас диапазона 26,800, 27,150 будет указывать на то, что ГМК здесь будет консолидироваться и, возможно, пойдет на 28 тысяч и переписывать максимум. Да, если рынки посыпятся, ни о каком позитивном движении речь не пойдет, но может быть короткий задерг, и потом вместе с рынками пойдет он на 26 500.
Сейчас для него критичный диапазон 26 800, 27 500. Если нижняя граница пробивается, то сразу идет движение на 26. Если будет пробой вот этой верхней пимпочки, может быть короткий задерг с целью переписать максимум. Так, друзья, далее Газпром 4-часовой таймфрейм. Ну, здесь вместе с рынком начали пытаться осыпаться. Обращаю внимание, 239, 238,5. Если мы не пробиваем, все эти откаты будут выкупаться и будут толкать, пытаться вытолкать его на 256. На сегодня движение вот в этой консолидации, если будет пробой 238,5, то сразу движение в район 230. Все, друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание.